Привет! На связи Миэлта. И сегодня мы расскажем о новой разработке инженеров компании Миэлта Технологии — системе измерения уровня сыпучих продуктов Миэлта Harvest. Продемонстрируем процесс установки в бункер зерноуборочного комбайна, подключения и настройки. Система Миэлта Harvest состоит из двух измерительных модулей и монтажного комплекта. Алгоритм измерения и калибровки рассчитан на периодическое заполнение и опустошение емкости. Данная система может быть смонтирована на стенке стального бункера, также установлена на кузов и неподвижные несущие конструкции различной сельскохозяйственной техники. Измерительная система Миэлта имеет ряд отличительных характеристик, позволяющих эффективно решать задачи по контролю за сбором и посевом зерновых культур. Автоматическая калибровка, исключающая влияние влажности, температуры, сорта и плотности культур на показания уровня. Относительная погрешность не более 3%. Результат измерений – уровень заполнения бункера. Глубина бункера – до 5 метров. Сгибаемый электрод повторяет форму бункера с возможностью монтажа на складные борта. Интерфейс RS-485, протокол передачи данных LLS. Приступаем к установке системы. Монтаж будет производиться на стенке стального бункера зерноуборочного комбайна. Для установки нам потребуется следующее оборудование: шуруповерт, отвертка, кусачки, горелка, ноутбук и преобразователь USB RS-485. Производим установку входящих в состав системы модулей. Нижний модуль системы монтируем в нижней части стенки бункера, рядом с шнеком, таким образом, чтобы при выгрузке он полностью очищался от продукции. Верхний модуль, соответственно, монтируем в верхней части бункера на неподвижный элемент конструкции с условием гарантированного накрытия модуля продукцией при штатной работе комбайна. Так как значение уровня усредняется по двум сенсорам, то монтаж двух модулей необходимо проводить по разные стороны от оси симметрии бункера, вдоль направления движения техники. Это позволит нивелировать погрешность, вызванную пересыпанием продукта из закачки или крена техники. Линейные сенсоры закрепляем с помощью входящих в комплект пластиковых изоляторов. При необходимости сенсоры могут быть деформированы вручную для обеспечения гарантированного зазора 40 мм между сенсором и металлической стенкой бункера. После монтажа сенсор обрезаем до нужной длины и изолируем с торца клеевой термоусаживаемой трубкой. Расстояние между сенсорами двух модулей должно быть не менее полуметра. Кабель питания и данных надежно закрепляем на расстоянии не меньше 0,1 метра от линейных сенсоров. Гибкие переходы на сенсорах монтируем с помощью винтовых клемм и изолируем клеевой термоусаживаемой трубкой. Расположение гибких переходов должно быть выбрано с учетом конструктивных особенностей откидных бортов бункера для обеспечения минимального зазора 40 мм от сенсора до стенок и металлических элементов конструкции. Для настройки измерительной системы и обновления встроенного программного обеспечения используем программу «Конфигуратор». Связь с модулями системы происходит посредством интерфейса RS-485. Конфигуратор предназначен для работы в операционной среде Windows на персональном компьютере, используя переходник USB RS-485. Для подключения выбираем порт модуля номер 1 и производим подключение только после соединения массовых контактов компьютера и источника питания блоков системы. Каждый из модулей подключаем к персональному компьютеру для установки сетевого адреса. Сетевой адрес нижнего модуля должен совпадать с адресом подчиненного блока в настройках верхнего модуля. Сетевой адрес верхнего модуля используется в настройках спутникового терминала, принимающего данные от системы. Закладка «Общая» конфигуратора отображает информацию о данном модуле: серийный номер, адрес, дату выпуска, версию ПО, состояние концевых сенсоров, параметры для конфигурирования типа блока, соотношение сегментов сенсора верхнего модуля, уровень и необработанные данные для быстрой диагностики системы. Сервисное окно конфигуратора служит для обновления ПО, перезагрузки модуля и удаления калибровочных данных.
Верхний модуль в системе всегда является ведущим, и нижний модуль, ведомый, подключается к порту номер 2 верхнего модуля. Модули имеют заводские настройки, позволяющие запустить систему без дополнительных настроек. После монтажа и первичной настройки системы первое заполнение бункера продукцией послужит для калибровки системы. Далее каждое заполнение бункера до уровня верхнего модуля будет обрабатываться системой как калибровка. Установив систему Mielta Harvest на сельскохозяйственную технику вашего предприятия, вы сможете решить важные задачи по определению объемов урожая и получению информации по общему количеству собранных бункеров, исключая тем самым возможность несанкционированного ссыпания зерна. При посевных работах данная система поможет рассчитать удельный расход семян и получить карты распределения высева и урожайности внутри поля. Если вас заинтересовала система измерения уровня сыпучих продуктов Mielta Harvest или остались вопросы, позвоните нам. Наши специалисты с удовольствием ответят на них.